вау, не обещать вам, но сделать их постоянно. Когда ты понимаешь свой identity как компания, что делаешь, она помогает тебе добиться этого. Безусловно, очень важна ваша личная часть во всей этой истории, которая скажет, во что вы верите. Например, я сильно верю и следую этому, что сегодня мы продаем и не продукт, и не услугу, во всем, не говорю про редакцию, вообще. Мы продаем вот те самые опыты, те самые ощущения. Знаете, что люди не помнят, что ты им говорил часто, даже не помнят, как ты им это говорил. Они помнят, что они при этом чувствуют. И если ты можешь создать компанию, которая будет давать им эти ощущения, то они навсегда ваши. Они называются emotional bond. Это называется emotional bond, когда человек законнектен с вашей услугой сознательно, либо бессознательно. Просто хорошо. Ему хочется это попробовать еще раз проделать и так далее. Это похоже на то, что в принципе в жизни происходит. Если в это веришь, то ты тогда и будешь создавать такой продукт, такую команду, и набирать таких людей, которые в это верят, или, по крайней мере, объединять их под этим. Но это большой коммитмент. Это означает, что и продукт должен быть такой, сервис, услуга и всего. И также ваш бренд должен быть таким же. Ваш бренд должен выражать то, что я сейчас сказал. Отсюда мы можем перейти к тому, как ты продвигаешь такую услугу, да? Как ты ее презентуешь, как ты устраиваешь маркетинг, были такие вопросы, презентация, маркетинг, упаковка. Сейчас об этом как раз и поговорим. А куда вообще делаются обычные такси с улиц? Все же будут пользоваться. Придут вам на работу. Ничего плохого не вижу. Сейчас мы поговорим о том, на самом деле, как это сделать. Да, это, наверное, самое интересное. Как это сделать. Опять немножко расскажем про результаты. Нам всего год. Мы запустились вначале в Израиле, через несколько месяцев в Лондоне, потом запустились в Москве. Недавно это было, всего 3 месяца, трудно поверить. 3 месяца в Москве. И есть интересные вещи, которые я расскажу про Москву, мы сами в шоке. Также мы запустили сейчас в Нью-Йорке, запускаемся в Нью-Йорке. И вот как раз там Стамбул. Легендарный день. В этот день мы утром сделали submission на тендер в Нью-Йорке на управление всеми Yellow Cabs. Если у нас удастся, это будет чудо. Если мы все Yellow Cabs посадим на такси, это magic. Это magic будет реальный. И за год в Израиле, то есть мы можем смотреть, как за год, что произошло. Да? В Израиле нам уже год, в Лондоне нам меньше, в Москве нам совсем чуть-чуть, но можно видеть, что будет. За год в Израиле сейчас, если нажимаете где-то кнопку там, то в течение 3 минут приезжает машина. Если нажмете кнопку «Get Taxi» в Лондоне, она приедет за 5 минут. Если в Москве, то 15 минут. Это очень быстро. Это очень быстро. Это реально сложно сделать. Скоро в Москве нам будет тоже ездить 5 минут, и не сон. Но главное другое, что произошло в Израиле. Да, мы там стали сервисом номер 1, приложением номер 1, брендом номер 1 и так далее, и так далее. Важно другое, причем в Apple Store это приложение более популярно, чем Skype. Действительно, людям нравится то, что мы делаем. Но важно другое. Бренд компании. Мы еще не такие большие. То есть при всей этой популярности мы маленькие по-прежнему в операционных масштабах. Но как бренд он воспринимается всеми как нечто настолько революционное, потому что есть эмоция. Вот есть GetTaxi, есть эмоция с ней ведущей. Настолько это стало сильным, что когда вот собираются в таких форумах в Израиле и приходят люди, которые пытаются создать свои новые компании, инвесторам рассказывают о своей новой идее, они говорят, мы собираемся дистрапт, то есть реформировать рынок там, чего-то, цветов или там бантиков, всего чего угодно, так же, как GetTaxi это сделал. GetTaxi стала синонимом. Пришел, порвал рынок, победил. И это здорово. Второй еще знак того, что мы, видимо, делаем что-то правильно, это в том, что такие крупные бренды, как Coca-Cola, Nestle, Duty Free, сейчас тратят деньги на то, чтобы сделать рекламные кампании в Израиле,
которых они пишут следующее. Они, значит, эти рекламные кампании стоят им денег, за свой счет они это делают, платят нам еще деньги и дают бесплатно продукцию, и выходит такой рекламой. Поезжай на Гертакси, получи наш новый продукт Nestle бесплатно в подарок. То есть они нам дают эти свои samples, платят нам деньги за дистрибьюцию, дают рекламу, рекламируя нас. Но они это делают, потому что Гетакси настолько cool, что такой малоизвестный бренд, как Coca-Cola, Nestle и Duty Free считает, что будет здорово поймать именно эту аудиторию. Это колоссальный кредит, который нам дают, и это здорово. Это как раз опять же возвращаясь к чему, почему, да? Почему, кто спрашивает, почему это дело. Наверное, такие маленькие радости, которые происходят у нас каждый день, буквально каждый день. То есть, когда тебе все связано. Когда у тебя сильная команда, то эти люди, и они теми же целями движимы, то они приходят с колоссально интересными идеями. И когда их много, сейчас в Гетакси 150 человек, то у тебя каждый день какие-то радости есть. Да? Например, сегодня они постоянно креативят, постоянно что-то создают, и каждый пытается перекреативить другого. Поэтому каждый день есть фантастические истории. Я вам несколько из историй их покажу. Они помогают людям понять, что такое Гетакси, помогают построить нам бренд, помогают маркетировать продукт, правильно его подавать, и в то же время доставляют нам эти самые радости. Но у всех у них есть одна umbrella. Они абсолютно разные. Я покажу кучу кейсов, которые мы сделали. У них у всех есть одна umbrella. Это супер cool. Это просто нереально клево. Это здорово. Давайте я вам расскажу несколько. А инвесторы, они тоже по этому принципу подбирают? И во всем этом? С инвесторами сложнее. Инвесторы — это немножко другая история. Мы можем отдельно говорить про то, как поднимать деньги, почему, у кого и так далее. Ну, конечно, очень здорово, когда у тебя инвесторы понимают, разделяют твои ценности и так далее. К сожалению, давайте сразу скажу, венчурная комьюнити не такая cool. 80% вообще людей, которые пришли в венчур, они, к сожалению, приходят с финансового бэкграунда. Люди обычно как раз антиэмоциональные. Антиэмоциональные и так далее. А сегодня бизнесы, они суперэмоциональные. Вот эти эмоции, экспириенсы, консюмер-продукты. Apple впервые показал, что продаем perfection. И у людей очень быстро стандарт поднимается. Один раз попробуйте iPhone, не возвращайтесь к кнопке, вы не можете уже ей пользоваться. Один раз попробуйте Гетакси, вы не сможете заказывать такси иначе. И в этом суть, как сделать один продукт, который так упаковываете, вот он такой весь, прям вот такой нереальный, и что-то такое делает, мне все время здорово. Это действительно здорово. Поэтому, к сожалению, инвесторы, да, это отдельная история. Вот найти таких же еще инвесторов, чтобы они были интерпренерами, жили этими же ценностями, сложно, но если удается, вообще здорово. Одна из причин, на самом деле, почему сейчас так развит энджелский маркет. Angel — это вот там люди типа меня, которые обладают какими-то финансовыми возможностями, но не venture funds, которые инвестируют в своих же коллег небольшие, может быть, суммы, потому что в таком случае есть понимание тебя и помощь на раннем этапе. И это плюс нам, потому что есть возможность поймать хорошего человека рано, с хорошей идеей дешево. Да? Потому что это mutually выгодный контракт. Да? И там повезло, есть некоторые инвестиции, которые делали. Опять же, все инвестиции, которые делаю, в конечном итоге основаны на людях. Я знаю конкретного человека, которого безумно верю. И когда он приходит и говорит, я там решил наконец-то делать то-то или то-то, то мы обычно продолжаем дальше. Гетакси. Почему Coca-Cola и все остальные прибыли? Мы начали делать всякие разные маркетинговые campaigns с верой в то, что когда у тебя есть бюджет, у нас, например, мы подняли $30 миллионов, постепенно не сразу пошло, надо было переживать делать. Деньги можно было бросить как обычно, онлайн, офлайн и так далее, и ожидать то, что у вас будет аудитория. А можно эти деньги вложить в продукт. Можно, вот я верю в то, что ваш продукт сегодня является вашим продавцом. У Apple именно так. Продукты есть то, ради чего покупать. Потому что видели кучу рекламы Apple. Когда вы с ними играли, и ощущение, что это другие, то, что видите, вы окружены людьми, которым нравится.
Если вы можете построить и сделать еще потратить копеечку на свой продукт, чтобы он продавал, вот ультимативный секрет. Поэтому, например, когда у нас была возможность, когда мы запускались в Москве, у нас была возможность там, потратить на запуск. Да? Можно купить немножко медиа и потратить большие суммы. Что мы пообещаем? Мы пообещаем, что мы с первого дня будем самыми золотыми и серебряными? Нет. У нас мало машин, мы только начинаем, у нас будет больше фактов, чем обещаний. Построим у вас expectation, построим вам какие-то цели, которые не выполняются. Кстати, здесь не душно, но надо кондиционер как-то усилить. Нужно? По-моему, вот, и я тут включу. Вот, и как раз будет антиреклама. Мы хотели построить, или наоборот, написать вам золотой двор. Не всегда так может быть. И так далее. Это обычная ошибка, да? У тебя есть возможность что-то рассказать, и ты говоришь больше, чем ты можешь сделать. Правильная философия ровно наоборот. Когда ты обещаешь не так много, и человек находит какие-то нюансы, секреты в твоем приложении. То есть ты можешь, даже иногда, люди часто открывают какие-то фичеры, ты, грубо говоря, в айфоне смотришь, потом только случайно переворачиваешь тебе экран, это мелочь, ты просто показываешь. Это discovery происходит сам. Любой ребенок может открыть iPhone, начать им пользоваться. И когда ты постепенно эти открытия приходят, вот где правильный продукт. Что мы сделали в Москве? Мы, например, взяли и вместо рекламы мы арендовали 10 мерседесов черных, длинных S-класса. Таких такси нет никогда, вы не видели S, причем не просто S, а S длинные. Взяли водителей в пиджаках и галстуках. И о чем мы об этом не говорили. Мы запустили нашу услугу, и мы случайным образом посылали Мерседес, который был рядом. К вам приходил Мерседес, а деньги при этом могли с него брать, мы могли брать за этот Мерседес деньги класс. Да? Мы все рекомендовали, запускаешься в Москве, мы говорили, тут 3 класса машин. Мы говорим, нет, мы знаем, что по-настоящему нужен юзер. Он сам иногда не знает. Он на самом деле хочет, чтобы машина была быстрая. Давайте сфокусируемся на одном простом моменте, на одном. Наши машины приезжают быстро. Они приезжают за 15 минут. Но для этого мы взяли разный парк машин. У нас минимальная цена, у нас цена эконом-класса. Машины разные, есть их очень хорошие, есть обычные. Они все западные, новые, да-да-да, но не все фонтаны. Но зато мы их не разделили на классы. Когда вы нажимаете, все эти машины могут приехать к вам, если ближайшие. А если были классы, то приезжала только треть машин. Это не то, что вам нужно, но вы сами это сказать не можете. Вы привыкли так. Нас заставляли делать класс, мы сказали, нет, будет один класс машин. Это будет просто, но зато это будет то, что вам нужно. И иногда среди таких машин приезжает Мерседес S-класса, который по-прежнему стоит 300 рублей, и он выносит вам мозг. Потому что подъезжает ко мне вот эта вот вся, и он выходит, открывает дверь, и там альверды, и как бы с ума сойти можно. И человек всем обзванивает, и выносит свой Facebook, и рассказывает об этом, фотографирует, и это тот самый вау. Это опять коннекшн к бренду, коннекшн к тому, что мы делаем. Помимо того, что он до этого видел всю эту машину к нему едущую, и это было само по себе здорово, потому что он нам приехал. Вау! Это было случайным образом, и я об этом расскажу, и другие теперь. И жалобы на Фейсбуке выглядят следующим образом. Я уже там 5 раз заказывал, еще не было Мерседеса, и крах. Знаете, это игра. Да, но ничего не обещали. Было бы проще нам сделать несколько классов за VIP, брать, и в чем вау? Мы заработали бы больше или меньше? Заработали бы меньше, заказов было бы меньше. И мы никакой рекламы не было вокруг, вы не видели. Она была вся в продукте, мы положили деньги в продукт. И поэтому получается, и еще второй момент. Сейчас перейдем к пару visuals. Когда это касается либо презентации, либо вашего маркетинга, вы хотите что-то рассказать мне или сказать. Подумайте всегда о чем-то, чего нет у других, у ваших конкурентов или не было. Не пытайтесь сказать, я лучше, длиннее, красивее, зеленее. Это ни о чем. Сделайте что-то, чего нет у других, и этим запомнитесь. И месседж у вас будет другой. Да, люди, это во всем. Люди часто пишут executive